В зоне для выживания все средства хороши. Начиная с средств самозащиты и заканчивая маскировкой. Так как в сталкере маскалатов нет, то приходится использовать боевую раскраску. Помимо того, что она маскирует, так еще и дезориентирует, что не дает возможности полностью узнать лицо человека. Ну что, попробую раскрыть личность в боевой раскраске. Но прежде чем перейти к теме этого видео, пройдусь по ошибкам из прошлых частей разборов лиц сталкеров. Это лицо Гиблского Макса. Лицо Клыка... В общем, не факт, что он выглядел именно так. Ведь если раньше считал, что зацепкой была только фотография, то спустя время Вектор нашел неиспользуемую в игре сцену в одной из версий проекта уровня Янтаря из исходников уровня, обнародованных Лохотроном, еще в 2012, а осветил это в одном из своих видео в Анделее. Из этой сцены следует, что у Клыка была модель военного, причем старая, использующая ранее текстуры времен сборки 1154, а у Призрака крота. Но, ясен пень, это был набросок визуалов, но тем не менее, и это на снимках Вектора. Тут конфиги из выпускной версии. В сборках, имеющихся за то время 2232, последние опубликованные за 2005 и 2571, первая за 2006, используемый профиль Aggro Red Catcher в конфигах Character Desk Stalker 2232 и Character Desk Aggro Pro 2571 отличается. В моделях Soldier Bandana 2232 текстура головы Act Salt Bandana Head 7. В Soldier Bandana 6 2571 Act Soldier Head 4. Без значительных изменений дошли до выпускной версии. А используемая на черновом фото группы Стрелка, но в итоге ставшей конечной, просто немного состаренной, которая, кстати, появилась не в 1994, а в 2212, несмотря на то, что текстура лица с моделью Призрака появилась в 2571. Модель Stalker Neutral Рюкзак 1 в сборке 2571 была заменена на нынешний визуал проводника. Также этой моделью был заменен Stalker Neutral Рюкзак 5, где раньше использовалась текстура лица Арни Act Salt Bandana Head 1. Stalker Neutral Рюкзак 1 используется в конфиге проводника на кордоне. А Stalker Neutral Рюкзак 5 у Жеки Дуплета, вырезанного персонажа, посланного барменом, как и Стрелок, на поиски документов в X18. Соответственно, на основе данной информации можно осмелиться предположить, что на фото группы Стрелка слева изображен не Клык, а ранний визуал проводника. Так что поиски настоящего лица Клыка продолжаются. Но однозначно скажу, что как для одного из сталкеров, членов группы Stalker Neutral Рюкзак 1 был выбран, скорее всего, из-за того, что находился первый по счету из визуалов со спущенными капюшонами в рюкзаках. Ведь 2212 не используется в специфических сюжетно-технических файлах. А насчет того, кто в капюшоне с баллонами, задушнюсь и попытаюсь подобрать по форме капюшона к одному из следующих видео. Был тот... Левой повязки. В файлах игры нет Ага, исходного конечно, лица. в файлах игры. И хороша. Это более темный тон кожи, другие глаза. Да что с тобой синие такое вместо сегодня? сталкера. Ну тут отличие на лицо. Смешно. Заметил зритель, как сталкеры на фоне будто смеются надо мной рассуждениями на протяжении видео? Тут... Сегодня мы рассмотрим первое лицо. Откуда взял это лицо? Его же в сборках не было. Но был уверен в обратном. Хотя нет, знаю откуда. Это текстура от пользователя за 2010 год. Вон даже в комплекте файлы проекта Adobe Photoshop идут. Так что не факт, что это текстура лица Лукаша. Так как одна из самых первых и, соответственно, самых старых текстур, созданных и используемых в игре, не предоставляется возможным узнать, кто скрывается за противогазом. Ведь на тот момент было скудное разнообразие лиц. Даже сравнив с ними, сходства нету. Спустя 2 недели сравнивания я пришел к выводу, что это лицо, и кого бы вы думали, текстура масла Олег. Мой друг писал ему, но тот ответил, что у него они не сохранились. Но я нашел рендер военного с этой текстурой. К слову, на раннем лице Лукаша, видимо, изображен сам Олег Васильевич.
Да, очевидно как бы, но увидел это спустя пару лет. На сайте Zone Chronicles. К слову про данный сайт. Летом 2021 года он наконец-то объединился с другим Stalker Wiki. О чем все хотел сказать, ведь это давно напрашивалось. И прекрасно, что это в итоге случилось. Хоть немалое количество было против. Их понять можно, личные неприязни на фоне мелочей могут возникнуть у каждого. Но удобно, когда есть одна энциклопедия вместо двух. Zone Chronicles, где более проверенная информация и администрация с участниками занимается исследованием сборок с материалами разработчиков. И Stalker Wiki. Логично, что более популярные, менее направленные на сборки, а, соответственно, больше расписано о всех сюжетных и не только аспектах серии игр и их мира. Но вследствие ее большей популярности там может быть непроверенная информация, ведь страницы может редактировать каждый в большинстве сайтов энциклопедий. Хоть модерация следит, чтобы не было откровенной дезы. Что уж говорить, когда делал первые правки в 2018, то добавил изображение с ошибкой в развертке здания на северной части ЧС в тень Чернобыля. А сделан был этот снимок из модификации OGSM 2.4.3 Gold, которую проходил на тот момент. В итоге теперь команды трудятся в поте лица на общий Stalker Wiki Zone Chronicles. Но в поисковике порой выдает прошлый сайт Zone Chronicles до слияния. И не знаю, как ты, зритель, но из-за схожести дизайна, так как Fandom купил Gamepedia от Curse, и сайт неизбежно бы переехал на платформу Fandom, и это послужило одним из факторов объединения двух энциклопедий, то до сих пор, порой заходя на прошлый сайт Zone Chronicles из-за дизайна, путаю, на какой из энциклопедий сейчас нахожусь. Спасает только приставка Game в URL адресе сайта. Я надеюсь, зомбировал остальных вида лица в противогазе. Честно, еще тогда не нравилось, как сказал. Но на данный момент не знаю, как красиво нужно было это сформулировать. А ну, что скажут новые технологии? Понятно. Ну, я как всегда. Самая лучшая благодарность эти комментарии. Нас ставшими зомбированными. Ну, правильнее было сказать, ставшие зомбированными, но как бы в прошедшем числе. Ясно, значит ничего страшного. Зато страшно будет дальше. Как страшно! Зомбированные — это ходячие полутрупы, которые не чувствуют воли и подчиняются примитивным инстинктам. Где это написано? Вон, даже в игре они боль чувствуют, издавая звуки при нанесении им урона. Из-за нарушенной двигательно-опорной системы и нервных повреждений. Насчет двигательно-опорной системы не скажу. Тут все-таки, наверное, больше нервные повреждения. Спросите у преподавателя. Ага, думаете, спросил? И что видно замыленным зрачком. Ну тут более уместно было бы сказать, что с бликами вследствие фотографии, будто со вспышкой. А вот у Act Green Stalker Head 3 такое ощущение, что он замыленный из-за помутнения хрусталика вследствие катаракты, которая, к слову, может быть из-за диабета, глаукомы и прочих этиологических факторов. Но холод они чувствуют. Как и боль. Соотношение количества болевых и терморецепторов 10 к 1. По крайней мере, запомнил так с пары по физиологии. А уместнее было бы объединить с головы сталкера из тень Чернобыля. То лицо монолитовца очень похоже на лицо Шустера. А может на лиса? Ну издалека. Хотя нет, глазом разве что. Но есть общие черты с лицом, которые будут разбираться. Бандит? О! Это что-то не очень. Считаю, получилось хорошо и гармонично. Но на тот момент нормальным казалось. А новая версия, которую делал для All Vanilla Stalkers Variations, лучше. Но, снова же, этого в оригинале, сборках, материалов разработчиков не было. Просто фантазия на тему, так что не путай зритель с официальными материалами. Ну ты дал черты! Братан, что с челюстью? Ну понятно, что хотел сделать интенсивные движения челюсти для более выраженного произношения, но получилось чересчур. Я отвечаю! Лицо всем кличка. На спилдах именно такое имя было у главного героя. Плюс, чтобы не путаться. В сборках его звали Стрелок, а мессер был только в литературном сюжете покойного Сергея Николаевича Иванова за 2003 год. Ой, ну и васянство. Ну на тот момент это был верх моих возможностей, впрочем, как и сейчас. В следующей части я расскажу про оригинал лиц. Военных. А про оригинал лица в противогазе с 10 используемым сталкером в экзоскелете с тяжелым бронекостюмом не рассказал. Глазом похоже на бармена, бровью на Шустрого и блеском жирной кожи, да и на волкодава с лисом. Причем часть лица наложена отзеркалена, можно понять по брови, которая направлена наружу.
Плюс для сравнения из избирки Дмитра 375, а то порой забываю, как выглядит. Начинает казаться, что это то лицо из противогаза S10, но при повторном сравнении оказывается, что нет. И так каждый раз одно и то же. Может из-за того, что мне так подсознательно хочется, чтобы это было так? А у наушников был Самарт или же Артем? А у наушников уже и у микрофона был. Да прекрасно знаешь кто. Зачем о себе говорить в третьем лице? Как будто в видео были и другие ведущие. Так, с прошлым расквитался, вроде все разобрал. Ребята, я извиняюсь за долгое отсутствие видео. И стараюсь их делать в меру моих возможностей. Поэтому я планирую разнообразить контент другими видео, естественно, при вашей поддержке. Так это из другого сценария, даже якаю тут. Так, давай дальше. Начну с тех, что в боевой раскраске. Ее носят 2 рядовых военных и 1 опытный сталкер. Если у первого военного и сталкера исходные лица есть, то у второго военного Exalt Bandan Head 7 исходника нет. У рядового солдата или же квартета Exsoldier Head 4 исходником является лицо дезертира в вагончике на болоте Exsoldier Head 5 DDS. А у сталкера Act Head 2 узор это генерал Крылов Act Head 2 или же сержант Киценко. Что? А в чистом небе зов Припяти у текстуры Act Face Painted 01, которая, кстати, используется только у одного из визуалов наемников для сетевой игры, Act Face 01. Примечательный факт. У обоих вариантов лица есть золотые зубы, так как в сборке 1632 Киценко впервые появляется в обличии бандита, но зуб позолотили именно в 1828. Оба! Так, давай, блядь. Лицо второго военного в боевой раскраске появилось одновременно с 2 предыдущими по порядку лицами Воронина Exalt Bandan Head 6 и Макса Exalt Bandan Head 4 в сборке 1842, но Макс раньше в 1844, которые похожи друг на друга. Сравнив их, отметил, что лицо в раскраске имеет общие черты с этими лицами, а именно глаза, лоб, брови, морщины, подбородок и носогубные складки. Отличие составляют волосы, губы, нос и щетина. У Воронина, к слову, шов на затылке не сходится в острый угол, как у Exalt Bandan Head 7, а имеет другую форму круга, скорее всего сделанную при помощи резинки в Photoshop. По крайней мере, мне так кажется, исходя из опыта текстурирования. И по этой схеме восстановил лицо, каким бы оно могло быть. Такой же вариант получился у друга Егора Каверина, но это на состояние 2019 года. У него Stalker's Variations за 2022 сделал по-другому, взяв за основу разницу между текстурами лиц боевой раскраски и без нее. Использовал ее как маску для увеличения яркости и насыщенности у Exalt Bandan Head 7, который был взят из сборки 2232, так как там не был наложен эффект затенения в области шеи. Тем самым, по сути, восстановил изначальные значения яркости, насколько это возможно, с моим уровнем владения фотомагазином. Также стоит учитывать, что используются текстуры из ресурсов игры в формате изображения DDS с DXT сжатием. Если бы имелись на руках исходники, и если не файл проектов PSD, а хотя бы не сжатое изображение в TGA, то количество артефактов было бы значительно меньше. Далее по списку идет один из главных головорезов зоны. Наемник Волкодав. Его лицо сделано на основе игрового лица стрелка из Тень Чернобыля, но со шрамом и раздраженными глазами. Если выразиться точнее, то его лицо наложено поверх прошлого. Это видно по остаткам шрама на лбу и щеке, бровям, лысине. Вот только не могу понять, он лысый или русый? В сборке 1964 появилась текстура с набором квадратных иконок почти всех моделей персонажей, которые использовались вплоть до предвыпускных сборок, где были пересняты и заменены на широкоформатные. Лицо волкодава предстает в 3 визуалах, и вот вариант с комбинезоном монолитовца создает ощущение, что он изображен с челкой и голубыми глазами. Такой эффект изменения цвета глаз наблюдается у других сталкеров с зелеными и карими глазами из-за сжатия. И то так кажется при взгляде издалека, а цвет глаз-то бледно-коричневый. То же самое можно было бы сказать и про челку, но ее еле видно и на текстуре. Что об этом думаешь, зритель? Придерживаюсь первого варианта. Всем известный и загадочный сталкер Волк. Он следит за порядком в деревне новичков и является первым опытным сталкером, которого встречают.
Его лицо также сделано на основе стрелка. Даже есть ранний вариант. Появляется в сборке 1842, как и многие другие лица. А вот конечный вариант в 1902. Первый отличается измененными чертами лица стрелка, а именно более темными глазами, формой рта и имитацией блеска жирной кожи. Второй вариант уже сделан на основе лица волкодава. Отличается лишь отсутствием шрама на верхней части носа, присутствием волос, сделано путем замены частей из следующего разбираемого лица, лоб и губы от первого варианта волка, голубые глаза и багровый цвет кожи. Но это дает возможность предполагать, что у волка либо постоянное повышенное давление и прилив крови к лицу, либо он алкоголик. Последний из этих лиц это свободовец для сетевой игры. Или же напарник стрелка в демонстрационном задании для журналистов за 2004 год. Он сделан на основе лица стрелка. Ожидаемо. Об этом свидетельствует еле заметный шрам на щеке. Но в остальном все новое, или по крайней мере ранее не обнаруженное. Думал, что здесь используются элементы лица Воронина, но нет. Глаз по-прежнему карий от стрелка. Судя по искривленной перегородке, он попал с кем-то в драку или же является боксером. Давай, замочи его! И какое лицо в итоге является самым неоригинальным? Очевидно, что волк. Он оказался собирательным образом. Единственное оригинальное у него это перекрашенный глаз стрелка в голубой цвет и багровый тон кожи. Примечательная мелочь. В ранее упомянутой сборке на иконке у волка нету багрового цвета кожи. Казалось бы, запечатлена ранее версия текстуры? Скорее всего, нет. Ведь у сталкера нейтрала с лицом Воронина ниже также чутка желтушная кожа, плюс имитация затенения от капюшона. Так что отсутствие багрового тона кожи можно объяснить так называемым особым стилем Джесси. Ой, а что же это тут такое? Неужто подтверждение предположения от сообщества, что волк связан или является наемником? И напарник стрелка в задании для журналистов тоже? За принадлежность волка к наемникам выходила статья в группе Zone Chronicles. А так, скорее всего, лица использовали для разнообразия без привязки к конкретным личностям в сборках на тот момент. Ведь, как выше было отмечено, лицо волкодава использовалось и для наемника, и для монолитовца, и для обычного сталкера-нейтрала. А закончу третьим лицом свободовца в противогазе для сетевой игры. В данном случае, как и с другими лицами в противогазе, не имеется текстур, где оно используется без средств защиты. Не говоря уже про исходник текстуры в формате проекта PSD, из-за чего нельзя разобрать на слои и посмотреть, что за лицо там использовалось. Так что остается только творчество от сообщества, в частности от старого друга, тезки Титова. Ведь свой вариант новосянить не смог. С каждым случалась такая ситуация, когда смотришь и не можешь понять, кто это. И это ощущение граничит с мыслью, что где-то уже видел. Но снова же это просто творчество и догадки, каким бы оно могло быть на самом деле. Не воспринимай это за исходник, ведь нету других частей лица, чтобы точно восстановить полноценный вариант. Понимаю, что объясняю второй раз, как дурачку зритель. Но есть люди, которым нужно повторять по 2 раза, чтобы точно не ошиблись и потом все равно допустят ту же самую ошибку. О, это я. На всякий случай даже текст леплю. Можно еще сигналку, но уже перебор. Единственное, что могу сказать, его лицо изначально использовалось у промежуточного варианта монолитовца. От сборки 1558 по 2232. Последний зрачок был увеличен в размере. Осветлили радужную оболочку. Кистью выделили красным цветом воспаленные сосуды. Потом была сделана цветокоррекция и добавлена резкость на лбу. А вот увечья – банальная работа кистью. Использовать промежуточное лицо монолитовца сетевая версия свободовца и наемника стали в сборке 1842. Также у конечного варианта лица монолитовца, начиная со сборки 2571, где экзоскелетчиков переодели в новый визуал брони со скелетом, а монолитовца форму с камуфляжем Urban, по мнению сообщества. Но явно, что это авторский. И тень Чернобыля до чистого неба, которым оно было заменено на обычный сталкерский ПБФ. Используется лоб с резкостью от прошлого варианта, но такое ощущение, что он на 50% стал прозрачнее, вследствие чего резкость уменьшилась и тон кожи стал подобен остальной части лица. Также от прошлой версии осталась тень от складки на нижнем веке.
И не знаю, как тебе, зритель, но такое ощущение при взгляде издалека, что при создании конечного варианта поверх прошлого наложили какую-то раннюю вариацию лица бандита. Ведь выглядит знакомо, но не мог понять, что именно. А может, так подсознательно хочется, чтобы это было так, хотя на самом деле разницу видно невооруженным глазом. И вот, смотря на сетевого свободовца, такое ощущение, что хотели сделать противогазы с одинарной линзой, но нормальное лицо, которое использовалось для обычного ПБФ, и чья большая часть лица была спрятана под резиной, не сохранилась. Поэтому взяли промежуточное лицо монолитовца. Несмотря на то, что раз уж и переделали лицо монолитовца в сборке 2571, то если не успевали переделать для сетевого свободовца, то могли бы взять на крайняк его лицо вместо старого. Плюс нормальное лицо использовалось на самой первой текстуре монолитовца из сборки 1230, где у противогаза также имелась одинарная линза. Но, если присмотреться, то можно заметить, что глазничный отдел лица в противогазе ПБФ наложен поверх другого лица. И из этого можно сделать вывод, что лицо, используемое в противогазе ПБФ для самой первой текстуры комбинезона сталкера, было наложено не отдельно, а сфотографировано вместе с противогазом, надетым на голову. А где блики камеры? Почему видно какую-то обводку вокруг вставленной текстуры? Вон на медиальном, ближе к середине и латеральном боковом краях орбиты глазницы даже с учетом сжатия заметно блестящее стекло. Да и не грубый, но и не плавный переход между двумя текстурами по тому же латеральному краю. Надеюсь, зритель, что ты извлек из этого видео для себя что-то новое. А в следующей части разбора лица военного в Берилле, водителя грузовика смерти и представителя осознания. Благодарю за редактуру Вадима Дроздовского, Ивана Епифанова, Ивана Исаенко и Сандру Кубацку. Лучшая благодарность — это оценка видео и комментарий с мнением. Про подписку с уведомлениями прекрасно знаешь. Да меня тебе по-любому об этом уже неоднократно надоели с постоянными напоминаниями. А у микрофона был... Ну а кто же еще? Как будто из другой ведущей. Да и зачем про микрофон упоминать? Ну не наушник же записываю. Вот так бы всегда.